И всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, и сегодня мы будем продолжать проходить DLC-шку Cthulhu World 2 Пираты Летучей Гавани, по-моему, да? Вот. Что, собственно, на чем, вернее, мы остановились в прошлый раз? Мы попали в архив Накуна или Нанука. По-моему, Нанука. Давайте проверим. А, да, Нанука. Вот, там мы нашли, значит, две загадки, которые нас ведут к части карты, и, собственно, один кусочек этой самой карты. Но я решил вот что сделать. Сначала я хочу... Сначала я хочу сходить и выполнить вот этот квест, называется «Тайная любовь». Возможно, нам что-нибудь мадам скажет новенькое. Так, а где мы вообще находимся-то? Я что-то не помню. А, еще хотел бы сплавать вот сюда. Так, тайная любовь у нас там. А что у нас здесь? Может быть, сгонять по-быстренькому, раз уж мы тут? Да, сначала мы сгоняем сюда, потом сгоняем к тайной любви, потом, наверное, сгоняем вот сюда. Не уверен, конечно, что нам нужно в этот островок, потому что, скорее всего, это какой-то сюжетный моментец, назовем это так. Но просто дюже интересно, потому что там такие чуть ли не эльфийские какие-то развалины. Мы такие примерно видели в мультиплеере, когда там бегали. Джентльмен, Так, а ты кто? Элементаль земли. ляг, отдохни. Не особо... А, еще где-то? Не особо опасный этот элементаль земли. Приятно было познакомиться. Да, и сегодня я снова экспериментирую со звуком. Я, скажем так, уменьшил порог вхождения звука, то есть чтобы у меня некоторые части фраз не обрывалось. Опаньки. Опаньки. Присталище лектора. Ганнибала, что ли? Вот, короче, я сделал так, чтобы, скажем так, резало шумов поменьше, потому что мой голос иногда выдает слишком шепелявые буковки, и они обрезаются микрофоном. Поэтому сегодня чуть-чуть я, скажем так, этот параметр сместил. Посмотрим, как это будет выглядеть на деле. Не будет ли там дребезжать голос, или слишком слышно эти эхо, или то, что как я стучу по клавишам. Короче, посмотрим. Ну что, давайте сходим к этому лектору. Стой, ты говорящее дерево. А ты, капитан, очевидность. Зачем тебе топор? Дрова рублю себе на завтрак. Да ты каннибал. Тихо ты. У цветов есть глаза, а у деревьев уши. А почему ты? Считай это естественным отбором. По-моему, камера фокусируется на голове этого чувака, и поэтому смотрите, как дребезжит изображение туда-сюда. Так. Блин, вопрос один офигительнее другого. Давайте по порядку. Прости за нескромность, а сколько у тебя годовых колец? Когда тебе снова понадобятся подгузники, даже в старости ты будешь младенцем по сравнению со мной. Зачем ты убиваешь деревья? Для пропитания всем нужно есть, чтобы жить. Я думал, для этого есть корни. Почва мне не по вкусу, слишком соленая. А в деревьях иногда попадаются термиты. Диета и упражнения. Именно так. То есть, то есть вы осознали сейчас... Блин, да я даже не знаю, как это выразить. Вы осознали
всю абсурдность ситуации. Дерево жрет термитов. Вдумайтесь просто. Дерево жрет термитов. Все, осознали, да? Продолжаем. Так, его полное имя, кстати, Кверк Рабур Лектор. Ничего себе имечко. Это тебе не древень какой-нибудь там из «Властелина колец». Это прям, не знаю, аристократ среди деревьев. Блин, что я говорю. World, вот он этим прекрасен, что иногда попадаются такие перлы, что... Да блин, даже наша озвучка с этим капитаном очевидность, ну это просто, это вот, ну, наши, прям, наши родные шутейки. И это здорово. Блин, хочу третью часть, чтобы юмор при этом остался тем же. Считай это естественным. Зачем? Я думал, для этого диета... Так, ну... Смотри. Какой ты грубиян. А? Ау? О, я заснул. Возьми вот полоску коры. Мой собственный рецепт. Рецепт чего? Любимого блюда. Найди ингредиенты. Редкие породы дерева и... кленовый сироп. Такой сладкий. То есть к нему можно было подойти еще раз поговорить? А после сытного обеда ты обычно добреешь? Можно сказать и так. Как будешь платить? Не будь ты как тля. Тля черная и очень маленькая. Правда? Я не знал. Так, получен рецепт, выцарапанный на дубовой коре. И мне нужно ему его принести, что ли? Не забудь про сироп. Самый густой. Да, мне нужно ему принести похавать. Очень необычный квест. А я хотел пойти вообще к женщине. Но теперь придется выполнять задание дерева. Лучше разберемся поскорее. Кто опять? Элементаль духа. Сейчас я вам в душ-то накидаю. Наплюют, скажем так. Ах ты ублюдок! Так, Есть! да где ты там застрял? Есть! Хорошо, что их нападает по два, как бы не надо далеко бегать. Алтарь Малиэль, который мне в принципе был не нужен. Лучше Троглина бы найти, было бы замечательно. Дармовая ржавчина. Где? Хочу дармовую ржавчину. Что это такое? Жаркая гниль, Ух ты! допустим. О, кого я вижу? Кого я вижу? Черт, а чего вас так много? Так, нет, так дело не пойдет. Приятно было познать ублюдка. Смотри, там еще зачарованный какой-то. Чувачела. Я предупреждал. А волк еще призванный, что ли, оказывается? Нифига себе. Ой, еще один прибежал. Ой, маг прибежал. Так, избавимся от мага. Иди сюда. Их двое еще, блин, а. А я справлюсь? По идее, должен. Видали, что они творят, а? Что они творят, а? Воу-воу-воу-воу. Так, не. Надо бахнуть зельице, иначе я сдохну. Ну вы смотрите, что творят вообще. Да уйди ты. Ах ты ублюдок! Ах ты ублюдок! Все, разобрался. В любой непонятной ситуации первым делом убивай мага. Ух ты! Палец магистра делает героя невидимым. Мне как бы это не особо нужно. Так, а что у меня весь инвентарь забит? Чем? Вопрос. О, да.
Много у меня тут барахла. Звездное скопление. А это хорошая штука? Или так себе? Так, ну давайте начнем с повторяшек. И посохи. Посохи мне вообще не нужны. Это что за посох? Заклинателя какого-то. Да, у меня тут сеты доспехов я коплю, да? Так, 40-й уровень, да? 40-й. А на мне шлем... у меня еще шлем 50-й. А это 45-й. То есть, а зачем я это с собой ношу? Турнирный шлем. Он же хуже. Так, а тут что стоит? Камешек на меткость, да? Но меткость-то мне не особо нужна. Мы просто снимем этот камешек и... Ой. А я что-то не посмотрел, перчатки-то довольно-таки хорошие. Ну ладно. Так. Может быть, я смогу подобрать что-нибудь... Нет. Их я ничего не могу подобрать. Я забыл, что в этой игре у нас же не снимается доспех. А эти чуваки с собой, видимо, его не носят. Дополнительный комплект турнирный, чтобы мне в него одеться. Ну ладно. Так, а куда я вообще иду? Подождите, я что-то заплутал. Я хотел прийти вот сюда. И сюда мы сейчас и придем. Интересно, там есть что? Так, тут у нас какие-то развалины, и похоже, тут еще есть мертвые рыцари. Да, раз, два. Ну, вроде их немного. А я ведь вас предупреждал. Всего трое, да? Так, убиваем магов. Так, минус маг. Ну, что-то их стало опять много. Отвали, моя черешня. На тебе. Ляг, отдохни. Ну, вроде бы теперь сейчас я их разберу. Ты ублюдок. А, все? Нет? Богато. Со стенкой, похоже, дрался. Инферно око, амулет. Ну, короче, всякая лажа. Портал. А куда ты у нас ведешь? Архивы. Подожди, вот это архивы? Ты ублюдок. Ну, откуда вы взялись-то? Ты ублюдок. Блин, как же мне не хочется переходить на другой набор оружия. Кто бы знал. Но, видимо, придется. Хотя, вот этот почти уже лег. Так что попробуем-ка мы его так забороть. Если он не убежит от нас. Нет, не убежит. Приятно было познакомиться. Это зараза. Ага, все, драпаешь. Не убежишь. Опаньки. Прям по черепушке. Ну, похоже, все. Да что такое? Зараза. А что это оно?
странно, то ли баг какой-то был, то ли что-то. Я вроде нажимал нормально, а он все равно ломался. Она, отмычка. Так. Щит огня и какая-то сабелька. По-моему, у меня такая сабля уже есть. А, не, у меня не такие сабли, погоди. У меня не такие. Ну... Такая, что за меч? Игла дракона. А, двуручка. Выглядит прикольно, конечно, но двуручки не мое. Обед фанатика. А, я не ношу обед фанатика, потому что у меня там камней всего 2 штуки можно впихнуть. Хорошо. Тогда мы сейчас постараемся впихнуть невпихуемое. Расписной серп, а он лучше или хуже меча фанатика? Вообще лучше, так-то. Так, ну-ка, погоди-ка. Не, он намного лучше, слушайте. И я могу его уже носить, что самое главное. Блин, как много всего мне надавали. Так, ну тогда обед фанатика мне не нужен. Он хуже, получается, да? Давайте попробуем один такой меч преобразовать до максимума. Угу, так, все, железа не хватает. На плюс 4 уровня он у нас 856, да? А если брать обед фанатика, то на плюс 9 у него 890. Но все-таки да, расписной серп будет гораздо лучше. Поэтому мы его сейчас как-нибудь доулучшим. Алибарда Отто, блин. А знаете что? Что я вам хочу сказать? Я, наверное, все-таки буду разбирать всякую эту шнягу, которую я использовать не буду, а ношу просто для красоты. Так, а эти шлемы почему-то не одинаковые. 35, 35, 38, 31, 34, 37. То есть на все случаи жизни, короче. Гномский доспех. Доблести. Хорошая штука. Ну, короче, я думаю, все вот эти старые предметы мне не нужны, которые выпадали уникальные, поэтому давайте-ка мы их все-таки разберем. И, конечно, тот еще Плюшкина, но все-таки здравый смысл преобладает сейчас. Так, и сколько стало? 888.
Ну, не сказать бы, что прям лучше сильно будет на плюс 9, если его прокачать. Но чутка получше. Так, тупой грабитель, двуручка разобрать. Вроде бы это не квестовый предмет. Так, что еще? Молот Троглина разберем. Жало. Жало разберем. Шедевр Сулеймана, конечно, разберем. Посох земли. Посох непонятно чего. Даже читать не хочу. В принципе, это не имеет значения. Чего там посохи у нас. Душа Илая. Да нафиг ты мне нужна. Так, а и не могу. Давайте еще вот это разберем. Все равно не могу. Не хватать. Так, ну теперь-то должно хватить. Укротитель демонов, блин. Звучит-то как. Жалко разбирать такие вещи. Но, похоже, придется. Блин, все равно не хватает, а? Ты смотри, что делается. Но в целом... А, нет, я не могу, у меня там камней не хватает. Блин. Что делать? Что делать? Не хватает железа. О, кстати, а с луков же тоже падает железо, да? Так, богомол, облегченный богомол. Давайте облегченный разберем. А, с него кожа дерева падает. Железо, по-моему, там не упало. Усиленный богомол и просто богомол. Не, давайте усиленный оставим, а этот богомол разберем. Расплата коменданта. Слабое оружие, но зато смотрите, сколько ядом фигачит. Ого. Прям это немало. Так, а давайте-ка мы же тут что-то не добрали. Сейчас вот эту всякую железяку будем забирать и ее разбирать. Теперь-то хватит? О, теперь хватает. Преобразование. Вот, открылся третий камень. И теперь мы этот ножик на себя напялим. А вот это мы тогда, наверное... Так, преобразование. Что у нас здесь стоит? У нас здесь стоит кристалл урона морозный, 2 штука. И кристалл очков силы. Так, а тут у нас стоит на огонь, да? Меткость, меткость, сила воли. Ну, я думаю, сделать так же, как я делал до этого. Один меч будет огненный, один будет морозный. Блин, а где
А, понял, я не могу одеть. Вот. То есть надо убрать вот этот, только тогда они появятся. Мороз, яд. Блин, электричеством, нифига себе. Так, стоп, а меня кто-то бьет электричеством? А, этот бьет огнем. Да, все. Этот бьет огнем, а этот, ну пусть тогда будет, ладно, морозом. Ну, как-то так. Так, и теперь нужно потом еще улучшить будет вот этот меч. На одно так хватило. И нужно будет потом, кстати, поменять мое дробящее на вот эти. Они тоже вроде лучше. Звездное скопление. Так, ну ладненько. Давайте посмотрим, можем ли мы эту дверь взломать. Учитывая то, что замок очень простой, видимо, это сюжетная какая-то дверь. Темно, холодно, грязно. А не рано ли мы сюда пришли? А может и не рано. Давайте попробуем. Ух ты, дерево под землей. По-моему, в Скайриме также было. Там была какая-то, правда, не подземелье, а пещера. Ага, а вот и загадонька. То есть нам нужно будет сюда прийти с нашими стекляшками. Сова, открывай, медведь пришел. Ну да, короче, пока мы не выполним мейн-квест на поиск вот этих вот ключей. А это что за дверь? Ах ты ублюдок! О! Что делать? Ах ты ублюдок! Что делать? Помогите. Э, Что это было? То есть реально, Интересно, что куда это я выйду? было? И есть ли оттуда какой-то выход? Вот я вижу, здесь есть какая-то дырочка. Но похоже, через нее нельзя выйти. Давайте так бочком посмотрим, может, там все-таки есть какой-то выход. Уходи, беги. Да, похоже, там выхода нет, это тупо ловушка. Для таких вот, как я, которым везде все интересно. Интересно, куда я выйду? Ты выйдешь в хорошее место, где нет опасных ловушек. Так, ну в целом все. Здесь мы сделали, что хотели. Давайте-ка теперь отправимся. Блин, может залутать их? Посмотрим. Мне нужны инструменты, вернее, ресурсы на создание более хорошего оружия.
Итак, мы отправимся теперь вот сюда. Тут где-то опять враги заспавнились. Я ж тут вроде всех поубивал. А, цветочек. Блин, отравление на меня кинул, зараз. И этот... А, черт. Ладно, они уже меня отравили, так что можно убить. Сдохни. Есть. Здорово! А я ведь вас предупреждал. А, тут деревяшка ходит, да? Не попадешь. Мимо, мимо. А вот тут сейчас может попасть. А, нет, все равно не попал. Бестолковая ты трухлявая фигня. Оп. Блин, они задолбали волков призывать. Где этот призыватель? А, вот он. Черт. Какой-то Ильмус. Блин, может это был квестовый монстр, а я его убил? Приятно было познакомиться. Блин, тут опять эта фигня заспавнилась. Короче, тут, я так понял, не спавнится здесь постоянно. Ладно, черт с ними. Пошлите к мадам. И хоп! Ты же знаешь, как я мечтаю наконец упасть в твои объятия. Ну просто... Мара, милая моя, как мы можем отказаться? Нужно попробовать. Этот, так сказать, человек оставил меня здесь, и теперь... Погоди, он уже здесь. Ты вернулся, и очень вовремя. Позволь мне представить. Эд Тиль, печально известный пират, к вашим услугам. Так ты пират, в смысле ты тот самый пират, а я не сразу понял. Увы, это так. Я торчу здесь уже лет 10, но теперь собираюсь взять то, что принадлежит мне по праву. Эдвин, мы должны все обсудить. Идем в дом. Разговор будет долгим. В смысле? Подожди, а... Подожди. А тот тогда Тиль кто? То есть тот чувак поддельный, что ли? А, не-не-не-не-не. Все. Тут же говорилось нам, что... Как на этом острове действует проклятие, и тела разделяются с душами. Тела могут спокойно себе бродить. То есть на корабле сидит тело, а тут душа. Добро пожаловать в наш скромный дом. Надеюсь, тебе понравится. Мило. И цвет стен сочетается с полом. Классика. Позволь уточнить. Ты ведь душа Тиля? Именно. Этот подлец и мерзавец 10 лет назад украл у меня тело, а теперь вернулся и хочет украсть еще и Маран? Ничего. Я не допущу этого. Я намерен сам забрать у него то, что принадлежит мне. Да. И что ты задумал? Мы хотим воссоединить тело капитана с душой. А для этого нам нужна твоя помощь. Я весь внимание? Ладно. Перед тем, как перейти к сути дела, стоит выяснить, что ты уже знаешь или не знаешь.
Так, ну давайте начнем по порядку. Зачем все-таки Тилю, капитану, нужна Марен? Может, это и странно, но между нами все еще есть связь. Я почти уверен, что мы с ним разделяем, ну не знаю насчет чувств, но привязанность к Марен. Так же, как я люблю Марен всеми фибрами своей духовной сущности, он считает, что любит ее каждой клеточкой своей смертной плоти. Считает? Не уверен, что он способен ощущать настоящие эмоции. Ну, как мы с тобой их понимаем. Кстати, это объясняет, почему капитан, который живой, который тело, такой мерзкий чувак, потому что у него души нет. Вот как. Как же получилось, что ты так не похож на себя самого? Когда он покинул остров, я остался здесь. Я не могу уйти без тела, понимаешь? Мне не выбраться отсюда без человеческих органов чувств. Но и он потерял большую часть себя. Уверен. Сам он даже не сразу это понял. Но расставшись со мной, он потерял все положительные эмоции, радость жизни, совесть. В сущности, все то, что делает человека человеком. Вот тебя не удивляет, что он бывает таким жестоким? Еще как удивляет, чувак, еще как. Блин, ну, кстати, ну, мне нравится то, что разработчики вот такой финт ушами сейчас провернули, да, подкинули такой твист и объяснили, почему капитан такая сволочь. Ну, который живой. Ну, вы поняли, короче. Почему ты сам не поговоришь с капитаном? Почему? Лучше спроси, почему он, бравый капитан Тиль, посылает за Марен таких, как ты, а не приходит сам. Он знает, что я здесь, и не хочет иметь со мной дело. Он сознательно избегает тебя? Да, как ты сознательно избегал бы заразы. Где-то в глубине души он знает, что воссоединение со мной будет чем-то похоже на смерть. Смерть для того, нового Тиля. И поверь мне, он этого не хочет. Думаю, я узнал все, что нужно. Если уж говорить коротко, наша цель – воссоединиться, снова стать одним существом. Но вначале нужно кое-что исправить. Разделены мы или нет, мы никогда полностью не теряли связи. Что-то остается. Даже теперь я чувствую его мысли, его разум. Я могу предполагать, что и он чувствует меня. Так ты чувствовал приближение Тиля? Его, если ты не против. Его приближение. Прошу не называть его моим именем. И мой ответ нет, не чувствовал. Уже несколько месяцев я не ощущал ни малейшего отзвука его поступков. Я начал бояться, что он мертв. Но раз ты говоришь, что он жив, я могу заключить, что он нашел какой-то способ закрывать свои мысли от меня. Другими словами, он, я почти в этом уверена, нашел себе икайорт. Ика что? Икайорт – артефакт, который защищает мысли владельца от любого, скажем так, постороннего внимания. Да. И мы должны избавиться от него. Как он выглядит? Я знаю не больше тебя. Это может быть что угодно. Шляпа, кулон, лопата и даже попугай. Подумай, нет ли такого предмета, за которым он следит, ну, особенно тщательно? Не знаю. Может, его дневник? Журнал? Тетрадь с записями? Что-нибудь такое? Не думаю. Разве что корабельный журнал. Он ведет его много лет. Но нет, это наверняка что-то более необычное. Говоришь, что-то необычное? В его каюте я видел стеклянную банку со светлячками. Она стоит у Тиля на столе. Достаточно необычно? Стеклянная банка? Со светлячками?
Да, наверняка это он. Там много чего было. Там и мечи были какие-то самурайские. Я, кстати, про банку вообще не помню, что она там стояла. Откуда ты знаешь, что такое Якайорт? Ах, это старая история. Когда-то я собиралась стать шаманом. Изучала знания древних времен и артефакты. Ощутимую связь с прошлым, которая видна и слышна. Если бы еще твоя магия могла сделать твоего возлюбленного более ощутимым, Честно говоря, это не твое дело, но... Я люблю его больше жизни. Я никогда не смогу быть с другим. Я с ним чувствую радость, которой никогда не испытывала. я вообще-то не про личность. Я знаю. С каждым днем я все больше тоскую. Я сделаю все, чтобы воссоединить их. Это наш герой так тонко намекнул на близость физическую. Так, ты можешь сказать о сокровище. Ты можешь рассказать о сокровище еще что-нибудь? Могу, но не стану. Я расскажу тебе все после воссоединения. Иначе ты уйдешь, и след простыл. Тогда до встречи. Вот так вот. Не стоит недооценивать его ум. Одна фальшивая фраза, один неверный взгляд, и он сразу же тебя раскусит. Не сомневайся. Если так, я должен подготовиться. Мне нужно, чтобы ты ответил на мои вопросы. Спрашивай. Нужно ли мне знать что-то особенное о капитане? У него полностью отсутствует то, что мы зовем моралью. Бесполезно взывать к его человечности, достоинству или милосердию. Для него это пустые слова. Думай, что перед тобой ребенок, склонный к вспышкам гнева. А кто может быть более жестоким, чем дети? Ребенок не боится презрения и позора. Он едва понимает смысл возмездия, даже когда оно его настигает. По крайней мере, дети обычно не могут причинить особого вреда. Но Тиль, он командует летучей яростью. Боги, но и имя. И команда его состоит из верных, беспощадных головорезов. Его жестокость поражает воображение. Он ничего не боится, ни в чем не сомневается? Абсолютно. Единственное, что имеет для него вес, это уважение или извращенное понятие о нем. С тех пор, как мы разделились, он творит чудовищные вещи. Его корабль – это плавучая преисподняя, а он в нем главный демон. Ты здесь уже 10 лет? Этот архипелаг был моей тюрьмой. По крайней мере, в начале. А потом? А потом он подарил мне Марен. Я люблю ее. Она родилась здесь, в деревушке под названием Санарк, и чувствует крепкую связь с родными краями. Она изменила мое сердце отныне и навсегда. Теперь мое место здесь. Ты знаешь, где должно находиться сокровище? Нет, Ладно, а может ты хотя бы знаешь, что оно из себя представляет? то, о чем человек мечтает больше всего на свете. В общем, понимай, как знаешь. Мне даже трудно предположить, о чем мечтает наш главный герой. У него вообще, по-моему, нет цели, нет мечты. Чем он занимается по жизни? Он, по-моему, просто скитается как бомжара. Простите за выражение. Ну, правда. У него нет ни дома, ни семьи, сменной одежды. Что ему вообще надо от этой жизни, непонятно. Кстати, а ты видел летучий корабль? Летучий корабль? Никогда не видал. В небе. А, вот оно что.
Знаешь, что про это думает капитан Тиль? Нет, но... Он думает, что корабль... Ты же знаешь, что я скажу, правда? Страшный, как 100 чертей? Ну, и это тоже. Важно то, что скрыто внутри. Кое-что на букву «С». Понимаешь, о чем я? Догадываюсь. Ну что ж, до скорого. Помни, не стоит его недооценивать. Удачи. То есть нам, типа, сказали, что внутри этого летающего корабля лежит сокровище, которое мы ищем. Ну, в принципе, можно не искать подсказки уже, можно сразу туда идти. Так, ладно. Давайте-ка, знаете что? Я забыл прочитать одну очень важную записку. А записка это у нас вот она. Этот салат вкусное и полезное блюдо. Оно улучшает здоровье и продлевает жизнь. Для приготовления этого салата вам потребуется много древесины и много любви. Ингредиенты. Древесина древнего ангама. Превосходное липовое полено. Кленовый сироп. Листва одинокого дерева. Хорошо перемешать и вуаля, подавать холодным. Собрать все ингредиенты. Блин, а где я их буду искать? И что у меня из этого уже есть? Так, тайная любовь. Смотрите, я так понимаю, что тайную любовь нам нужно выполнить раньше, чем собрать все сокровище. Скорее всего. Ну, отслеживайся, елки-палки. Древесина древнего ангама. Превосходное липовое полено, листва одинокого дерева. Кленовый сироп. Ну, самый простой, по-моему, это найти древесину древнего ангама, потому что ангамы это у нас вроде ходящие вот эти вот пеньки. Где искать все остальное? Загадка. И хоп! Ух Но я даже в теории не могу предположить, где все это искать. Так, одинокое дерево у нас может находиться... Блин. Так и знал, что так будет. Одинокое дерево может находиться у нас в архиве, да? Где может находиться полено? Может быть, в доме нашей Марен? И хоп! Кстати, вот что-то лежит. Ух ты! Колечко. Колечко мне не надо. Тут целая мастерская по дереву. Неужели нет древесины? О, очко навыка. Это хорошо. Так, превосходное липовое полено. Отлично. Все-таки меня чуйка не подвела, как говорится. Хорошо, полено мы нашли. Одинокое дерево, скорее всего, у нас все-таки находится действительно в архиве. Давайте мы туда быстренько сейчас спрыгнем и проверим. И хоп! Архив. Но просто это единственное одинокое дерево, которое я знаю. Пока что. Интересно, куда я выйду? Текс, может быть, наверх надо подняться? Дай мне свои листья. И хоп!
Нет, похоже, тут я ничего не найду. Ну и черт с ним. А, подождите, а может быть на кладбище есть? Возможно, на кладбище есть какое-нибудь одинокое дерево. Или в грудинке. Старое кладбище. Мертвая деревня. А вон там что я вообще не... А, там маяк. Хлеб. Вот оно, одинокое дерево. Блин, до него плыть, конечно, как до Китая. Там еще что-то в мертвой деревне. Давайте-ка мы посмотрим. Так, вопрос, а где и что нам искать? Я уже забыл, что нам нужно. Так, сокровища нет. Вот. Полено мы нашли. Листва одинокого дерева мы знаем, где лежит. Кленовый сироп вообще без понятия. Древесина древнего ангама. Ну, возможно, у нас есть. Можно, кстати, проверить. Так, все время забываю, где у нас инвентарь. Обруч одиночества. Но что-то я не вижу здесь деревяшки никакой. Не вижу. Так, а может быть я могу купить у лавочника кленовый сироп? У какого-нибудь, может быть, у этого. Платок, кожаный камзол. Кстати, прикольная одежонка. Бесполезная, но прикольная. Так, аптечки. Не вижу я кленового сиропа, и, наверное, его здесь и нет. А где он может быть? А он может быть в хижине этих самогонщиков, или как они там называются. На перегонном заводе. Да ладно, нет? Да вы издеваетесь. Зачем тогда эта локация тут в принципе? Да ладно, ну серьезно? Не здесь? Не поверю. Может быть, на крышу надо забраться? Нет, на крышу нельзя. Может быть, у них тут где-нибудь клен растет?
Ну нет, я так буду искать бесконечно. Возможно, мне кленовый сироп дадут по какому-то заданию. Ну вообще, ну он должен быть здесь, но никак иначе. Скорее всего, просто потом мы как-то сюда снова придем, и нам откроется какая-нибудь дверка. Окей. Блин, к одинокому дереву тащиться очень не близко. Грудинка, старое кладбище, дом Марен, мастерская Марен. Но вообще тут еще локаций-то прилично. Может быть, все-таки найдется где-нибудь. Вот здесь, например. Что, давайте поговорим с Тилем. Посмотрим. Посмотрим, что из этого... А, он наверху стоит. Пожалей мои пальцы. Подожди, кленовый сироп. А у нас же тут есть пьяница на корабле. Наверняка у него где-нибудь припрятан. Сейчас посмотрим. Темно, холодно, грязно. Что скажешь, что-нибудь, умная птица? Приветствую. Начнем так. Так, есть ли у тебя то, что мне нужно, мужик? Похоже, что нет. Ну да, нету. Приветствую. Может, он новости какие-нибудь расскажет? Нет. Ты сгоришь, ты сгоришь. Какой добрый попугай. Замок 6-го уровня проще, чем замки 3-го, по-моему. Эй, привет, сынок. О, привет. Ник, это ты. Капитан Тиль приказал присмотреть за тобой. А, ладно, это хорошо и правильно. И я ждал, что ты придешь сюда, сынок. И я слышал все, что происходило в доме Марен. Может, договоримся? Это вряд ли. Ты попался. Но вот что я тебе скажу, сынок. Сделаешь то, что мне надо, тогда, может, я и не доложу капитану Тилю о твоей мелкой оплошности. Да брось ты, Ник. Мы же друзья. Для тебя я лейтенант Коготь, и у меня нет друзей. С этого момента все, что ты узнаешь о сокровище, ты расскажешь мне. Ты меня понял? Хм. Идешь против капитана? У меня есть причины. Тебе понадобится моя помощь, чтобы утащить банку Тиля. Похоже, что у нас одна цель. Что делать будем? Я скажу тебе, чего не делать. Даже не думай о том, чтобы просто унести отсюда банку, наглец. Тиль сразу же обо всем узнает, и тогда ты покойник. Тебе придется подменить ее на фальшивую. И где же мы возьмем фальшивую? Что это еще за «мы»? Это твоя проблема, мальчик. А похожую банку можно попробовать купить у Билли. А что со светляками? Спроси свою подружку Марен. Она местная. Когда все устроишь, подходи ко мне на верхнюю палубу, умник.
И вот еще что. Думаю, не стоит напоминать тебе, что нужно держать язык за зубами. Молчи, как могила. Блин, еще один неожиданный поворот. А, вот баночка. Не ожидал я, что этот чувак хочет предать капитана, но... О да, палуба скоро будет блестеть, как зеркало во дворце императора. Даю честное благородное слово. Честное слово. Да не бреши. Пить бы научился. Еще раз уделаешь мою палубу, я буду тереть ее твоей пьяной рожей. Ты понял меня? Да, сэр, понял, сэр. Клянусь, что впредь все буду держать в себе, все до последней капли, сэр. Убирайся с глаз моих. Он должен был в конце диалога еще проблеваться, чтобы это было бы еще комичнее. А, что тебе нужно от квартирмейстера Билли? Стеклянная банка. Пустая или с огурчиками? Знаешь, я как-то... Пустая вполне подойдет. Пустая, значит? Ну уж извини, у меня ее нету. И огурчиков тоже, кстати. Как жалко. Я умею пить. Знаю, как сделать, чтобы назад не пошло. А ты не записан в корабельной книге пока что. Слушай, пожалуйста, отдай мне банку. Я гол как сокол, приятель. Не могу отдать то, чего у меня нет. Мне нужна банка. Так что же, тебя не приняли в команду? Ничего, что-нибудь придумаем. Вот я люблю пропустить стаканчик чего-нибудь новенького. Время от времени. Понимаешь, о чем я? Неужели? А вот приготовь-ка для меня барматухи. Забористый такой, чтобы мозг взорвался. А кровь согрелась. Это стоит хорошей стеклянной банки. Но как? Котел у меня на такое не годится. Тут нужен целый... Перегонный аппарат. Ты прав. До нас на этом архипелаге побывало много путешественников. Где-то тут рядом должна быть старая подземная варильня. Самогон там варили, ясно? О, как бы я хотел попасть туда когда-нибудь. А какие напитки ты предпочитаешь? Крепкие. Я имел в виду вкус. Придумай что-нибудь. Что ж, у меня нет выбора. Дело твое. Я не настаиваю. Договорились. Стеклянная банка в обмен на выпивку. Возвращайся поскорее. Клюкнем. Блин, он совсем спился, похоже. Так, музыкант сюда перебазировался. Видимо, он капитаном, ему неуютно находиться на палубе. Меня уже ноги не держат. Так, ну, о, блин. Прыгнуть с корабля он не может. Ну, конечно. Конечно. Конечно, конечно, конечно. Так, ладно. Давайте к самогонщикам. Я знаю, фильм такой есть, я, правда, его целиком не смотрел. С Никулиным, Моргуновым. По-моему, я уже говорил об этом. Вот, с Вициным. Назывался «Самогонщики» как раз. Они, короче, все, что я увидел в этом фильме, это как они
какой-то хижине, где-то в тайге, просто сидели и квасили вот постоянно. Причем там, по-моему, даже немые сцены, они просто ни слова друг друга не говорят. Джентльмен и монстры. Казалось бы, кто додумался такое снять? Так, где это самогонный аппарат-то? Да? Я очень надеюсь на то, что там лежит кленовый сироп. Потому что я не знаю, где его добывать, кроме как у самогонщиков. Ну, или искать клен. Но я таких еще тут не встречал. И хоп! Ты запрыгни, господи. Правильно, все замками заделать. Я же так люблю эти замки. Темно, холодно, грязно. А, что, даже драться ни с кем не нужно? Это я люблю. Так. Ничего себе дамаг у него. Ага. Так, а взять тут нечего, да? И древесный сок. Кленовый, что ли? Или нет? А, вот он, кленовый сироп. Отлично. Е-е-е. Ура, ура, товарищи. Так, главное теперь не застрять в текстурах. Все, шикарно. Осталось все. Что там осталось, я забыл. Листья одинокого дерева и что-то еще. Фига себе крысы. Они ждут меня. Нет, уже не ждут. Так, грозовые стрелы. Книга мудрости. Лучшие алкогольные рецепты. Книга мудрости. Ну, давайте почитаем. Так, а где она? А, вот она, книга мудрости. И читаем. Мамин любимчик, месть Азираэля, старушка-бормотушка, вознаграждение. Так, мамин любимчик, вкус, крепкий напиток со сладковато-солодовым и терпким вкусом хмеля. Любимый рецепт моей мамы. Мама поддавала, похоже. Черт. Так. Она всегда говорила, что этот напиток вызывает опасения, но слишком хорош, чтобы не пить его. Мой друг Салах, Салаха мы помним, свалился с ног после всего одной кружки. А это говорит о многом. Так, приготовление. Все смешать и оставить бродить на 5 недель. Кости носорога, щепотка мха, горшок проса. По-моему, у меня из этого ничего нет. Месть Азираэля. Зерно, черная смородина, кувшин меда, ароматический уксус. Так, дальше. Старушка-бормотушка. Феерическая бурда. Отлично. Кишки 5 богомолов, 3 пучка хрена и 2 бутылки древесного сока. Так, древесный сок мы уже нашли, кстати. Вознаграждение. Во имя моей печени покойся с миром. Так, месть Азираэля настоящее дерьмо. Видимо, его делать не надо. Давайте мы сделаем
старушку-барматушку. 2 бутылки древесного сока, 3 пучка хрена, 3 кишка богомола. Ой, 5 кишок. Толстая кишка зомби Вуду. Кстати, хороший заменитель, мне кажется. Нет? Так, а что там нужны кишки богомола? А, вот, собрать и приготовить старушку-барматушку. То есть нам даже выбора не дали. То есть сразу понятно, что нужно делать. Феерическую бурду надо делать. А где мне взять... Я, по-моему, богомолов-то не встречал. И хоп! Ну, богомолы-то ладно, а там нужно еще пучки хрена. А где я хрен-то найду? Кого? Может быть, тут где-то лежит? Да вроде нет. Так, а может быть у меня все-таки есть пучки хрена? Давайте посмотрим. Так, это должны быть ингредиенты, скорее всего. Анимон. Дягель. Тягор. Шафран. Ужовник. Знать бы еще, как хрен выглядит. Пучок. Мочалий. Корни мяты. Угу. А того, что нам нужно, нет. И где его искать, тоже не ясно. Ну, давайте подумаем. То есть нам нужно, Только не сейчас. во-первых, место, где обитают богомолы. И, скорее всего, там же и растет Здорово. вышеупомянутое растение. Заставляют бегать, искать всякую фигню, на самом деле. Так, а что нам нужно еще раз для... Так, стеклянная банка. Светлячки. Кленовый сироп, листва, превосходное полено. А, вот, древесина древнего ангама. То есть мне нужно найти где-то это ангама. Даже не знаю, что это, но, скорее всего, какой-то монстр. Давайте сгоняем к Марен. Поговорим насчет светлячков. Может быть, у нее тут, кстати, пучки лежат? Нет? Он у тебя? И койорт у тебя? Не гони коней. Я не могу просто взломать дверь и украсть его. Тиль обо всем догадается. Так что же делать? Что ты предлагаешь? Мне нужны светляки, Для чего? чтобы посадить в банку. А, ты хочешь подменить и койорт фальшивым? Да, должно получиться. Только это не светляки. На самом деле, это то, что остается в нашем мире от живых деревьев, когда те умирают. В общем, это злые духи. Мы зовем их коглевоки. Они принимают форму толстых зеленоватых светлячков. Чтобы поймать духов, нужно убить дерево. Убить живое дерево? Да уж, чем дальше, тем веселее. Такие деревья называют ангама. Их логово совсем недалеко отсюда. Я отмечу место на твоей карте. Но войти туда способен... Войти туда способен только шаман. Да уж, вот незадача.
И как, по-твоему, я... Все просто. Вот, возьми. Это церемониальный камень. На нем нанесен символ Коглевок. Духи должны пропустить тебя. Хорошая штука. Я пошел. Постой. У меня есть кое-что еще. Эту книгу написал мудрец, мистик, который много знал о духах, заключенных в материальных существах. Может, она тебе пригодится? Что, знание и сила? Ну да. Да, кстати, остров огромен. Пешком недалеко уйдешь. Неподалеку от места, где мы впервые встретились, в загоне стоит лошадь. Ее зовут Нингарнет. Это мой подарок. Ну, спасибо, конечно, но тут есть как бы порталы. Я уж боялся, что сейчас будет квест на то, чтобы стать шаманом. Я вообще сейчас чокнулся просто. Один квест порождает кучу других. Это, не знаю, бесконечный цикл рождения квестового дерева. Но зато удобно то, что теперь вот эти вот ангамы, мангамы совсем близенько. Я не знаю, зачем здесь нужна лошадь. Тут можно прям, ну, вполне добежать и пешочком. Джентльмен и монстры. Отвали, не взрывайся. Получается, я вот этих амангам еще не убивал, да? Портал в логово. Отлично. А где сам проход? Вот здесь? Да. Ах ты ублюдок! Ах ты ублюдок! Да, деревяшки легко кладутся от режущего урона, прям очень легко. Приятно было познакомиться. Ах ты ублюдок! Я тебя сейчас догоню. Ляг, отдохни. Что-то как-то их тут много стало, вы не находите? Я смотрю сейчас на мини-карту и вижу овер дофига значков. Еще один страж. Какой-то он странный. А, потому что маг, скорее всего. Блин, а? Да их реально много. Их, я бы сказал, очень много. Зараза. Ах ты, зараза. Даже убежать не успел. Так, а где я сейчас появлюсь? А, блин, опять возле нее? Ну ладно. Давай. Снова коглевоки, мангамы и все прочее. Только... Да. Так, Да. Хорошая штука. постой. Все, отлично. Ну, я думаю, сейчас мы завалим вот этих духов леса. Соберем с них все, что можно, и тогда, я думаю, на этом закончим. Реально, тут вроде как бы казалось не такие уж и большие локации, но как-то дюже много квестов сконцентрировано. Или мне кажется. Я еще не определился. Так. Чувырлы. Как бы вас так поубивать так, чтобы вас много не было? Ах ты ублюдок! Приятно было познакомиться. Так, теперь как-то аккуратно надо это все сделать.
Может быть, того чувака можно убить скрытно? Скучали? Нет, он меня заметил. Давайте попытаемся его выманить сюда, что ли. Так. Богато. Теперь их будет хотя бы поменьше. А, нет, нифига. Как было много, так и осталось. Так, в первую очередь убиваем мага. Ах ты ублюдок! Отлично. -1 маг. Так, они меня окружают. Это плохо. Ах ты ублюдок! Приятно было познакомиться. Ага, все. Надеюсь, оно того стоило. Не всех. А, вон еще один. Ну, вообще будет забавно, если вот эти ангамы окажутся какие-нибудь симпатичные дриады, и их придется убить, чтобы добыть вот это все дело. Это будет интересный поворот. И очень жестокий. Как, например, квест в Скайриме на убийство Портурнакса. Это было очень неприятно. Ляг, отдохни. Кстати, а может у них тут и хрен где-то растет? Нет, что-то не похоже. Блин, опять тут заспавнился. Да что у вас? Сколько у вас тут перси? Я предупреждал. Так, осталось мало здоровья. Отступаем. Смотрим, есть ли у меня что-то, чем можно подхилиться. Есть. Но теперь, Ляг, отдохни. я думаю, я их все-таки размотаю. Дайте только до мага добраться. Кстати, а чей это алтарь? О, это алтарь Троглина, похоже. Раз он меня отхилил, значит это его алтарь. Это очень удобно. Прям, я бы сказал, очень-преочень удобно, что он здесь стоит. Странно, вроде у него резист к молниям только, а это живучий достаточно. Так, Троглин, еще раз меня, пожалуйста, отхиль. Я боюсь туда идти. Темно, холодно, Так, грязно. грибы. А хрена все нет.
Ты ублюдок! А, подожди, так я убивал этих чуваков-то уже. У меня же должно уже быть все для... Все эти светлячки должны быть у меня. Приятно было познакомиться. Так, кто еще остался в живых? Приятно было познакомиться. Ты ублюдок! Я же дрался с таким, я точно помню. Вот прям сегодня же было. Или это были не те, может там были не древние, может там были такие, знаешь, полудревние. Здорово! Так, это только первый, а сколько их надо убить? Всего? И хоп! Наверное, штук 10. Чует мое сердце. Я еще не вижу, куда идти. Наверх сюда? Нет, это спуск. Ах ты ублюдок! Неудачно упал. Ну, видимо, прямо. Больше вариантов-то особо нет. Вот сюда. А, нет, подожди, я отсюда опять пришел. Да что такое? И хоп! Видимо, сюда. Да хватит тебе падать-то. Да блин. Чего? Его лестница убила. Вы понимаете? Он перепрыгнул через пару ступенек, и он сдох. Вот дурак. Так. Избавляемся сразу от балласта в лице стрелка. Как кто-то меня опрокинул. Кто это был? Ах ты ублюдок! Я предупреждал. Так, ну погнали дальше. Скорее всего, нужно будет 3 убить таких деревяшки. Так, опасная лестница. Секунду. Где он? Вот где он тут упал и смог умереть? Вот скажите, вот где? Значит, надо быть таким дураком. Да блин, не так кнопка. Ну достань ты оружие уже, господи. Добивание. О, отлично, красиво. Работало. Без проблем. Умри. Нет? Приятно было Всё. познакомиться. Так, а где подъем?
Приятно было познакомиться. Что они как-то подзатянули этот квест. Ну, то есть нельзя было там, не знаю, убить сразу троих, например, Приятно таких было деревяшек. познакомиться. Нет, они вот сделали огромную вот эту пещеру длинную. Вон светлячки, лови их просто, бери, не хочу называть. Давай, упади и умри также на лестнице. Как наш главный герой, который дракона убивал, но лестницу не осилил. Ой, блин. Да. Ну вы издеваетесь, ну сколько вас тут может быть? Всех охранников уже давным-давно перебили. Че убегает, зараза? Так, а вот этот по мне сейчас больно так настреливает. Сейчас придется лечилки делать из-за тебя, гад. Здорово. Кстати, а у них лечилки вообще имеются? Вряд ли. Так, боюсь я туда идти. Давайте-ка мы что-нибудь выпьем. А есть ли какая-нибудь у меня защита? От холода. Я не обратил внимания, а чем они меня дамажат. Давайте на силу бахнем и на выносливость бахнем. И сохранимся, да. Самый разумный ход. Откуда же вы все беретесь? А вот тут сразу две. А вот нельзя было 3 сразу сделать вот в одном месте. И не делать такую огромную пещеру городить. Давай, падай. Похоже, маг сейчас заспавнил врагов еще. Ну и так, чего бы мне еще выпить? Наверное, придется крафтить. Угу. Так, уронили Мишку на пол. Давай, это, вставай. Ах ты ублюдок! Меньше слов, больше махай руками. Так, -1. Может быть, хватит на этом? Нет? Богато. Аллилуйя. Открыли... Как это сказать? Что тут у нас? Проходец нам открыли, да? А вот только где, я что-то даже внимания не обратил.
Здесь, что ли? Нет. И хоп! Ах ты ублюдок! Что-то я не пойму, а где они его открыли мне? Вроде бы показали, а все равно не понял. По-моему, за пальмой где-то что-то такое было. Нет? Ну ладно, пойдем старым путем. А, вот он, наверное, да. Это тайный проходец. Ну что ж, теперь у меня есть светлячки, но у меня нету ни потрошок богомола, ни хрена. Где все это брать, я что-то не знаю. Но, видимо, на юге вот этого острова. То есть это где-то в ту сторону надо чапать. Да? Так, стеклянная банка. Это здесь богомолы, что ли, обитают? Блин, как туда плыть-то не хочется, а? Кто бы знал. Ну ладно, я, наверное, тогда доплыву это потом уже не на запись, а просто мы туда доплывем. Вернее, я доплыву. И начнем уже следующую тогда серию с этого Только не места. сейчас. Ну, как-то так, да. Все, товарищи, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Надеюсь, видос по звуку будет нормальный. Не, на это очень надеюсь. Вот, увидимся тогда совсем скоро. Вот, надеюсь, я снова не заболею. И впереди еще много всего проходить. И Киберпанк, и Кенши нужно записать. Короче, кучу всего. И постараюсь это сделать побыстрее. И смотрите на канале Atomic Hearts. Вот. Мне лично игра понравилась. Не знаю, как там кто что пишет по поводу открытого мира и всего остального. Но пока бодренько. Прям прикольно сделали. Вот. Короче, всем спасибо за внимание, хорошего настроения и аривидерчи.